Привет, фанаты BTS. Насколько вы готовы услышать новости, которые даже не были полностью анонсированы официальным лейблом, но уже вызвали невероятный переполох в мировом сообществе? Что именно планируют Чингук и Тэхён, что аналитики музыкальной индустрии считают это одним из самых больших шагов года в истории К-поп? Почему этот план так тщательно охраняется, даже самими внутренними органами HYBE? И самое шокирующее, почему он был объявлен внезапно, без предварительного уведомления, напрямую двумя самыми знаковыми участниками BTS в один и тот же день? Сегодня общественность была шокирована появлением двух почти одновременных постов с официальных аккаунтов Чингука и Тэхёна на платформах Weverse и Instagram. Без долгого вступления, без обратного отсчета, без каких-либо утечек из СМИ, они объявили одно удивительное заявление: «Мы подготовили что-то очень большое для ARMY». Что-то, что изменит все. Не сопровождаемое дальнейшими подробностями, но достаточное, чтобы вызвать волну спекуляций, которая мгновенно распространилась в СМИ в Корее, Японии и США всего за 30 минут. Это не необычное событие, особенно учитывая, как двое решили сделать объявление напрямую, без какого-либо агентства или вмешательства руководства. Некоторые наблюдатели назвали это высшим показателем творческой независимости, которую участники BTS имели с момента своего дебюта. Внутренний источник заявил, что проект тайно готовился почти 7 месяцев, в нем участвовала межстрановая производственная команда, и он планировался не только как музыкальный проект, но и как момент перемен в карьере этих двоих. Теперь вопрос уже не в том, действительно ли проект такой большой, а скорее в том, почему двое решили объявить о нем сегодня и почему они сделали это одновременно. На основании отчетов, собранных из различных источников, включая Dispatch, Yonhap News и инсайдеров из HYBE Labels, известно, что подготовка к проекту началась в конце прошлого года, сразу после последнего концерта BTS перед тем, как несколько участников ушли в армию. В то время Чингук и Тэхён были замечены вместе путешествующими за границей, из Парижа, Токио в Нью-Йорк, но их деятельность не была включена в официальный рекламный график агентства. Фактически, в нескольких своих интервью они, казалось, намеренно избегали темы будущих планов. Теперь это рассматривается как их попытка сохранить секретность разрабатываемого проекта. Несколько документов, которые стали достоянием общественности, показывают, что эти двое участвуют в подаче заявки на авторские права на мультимедийный проект, включающий музыку, документальные видео и интерактивные концепции NFT. Однако до того, как была написана эта новость, не было никакого окончательного подтверждения от HYBE относительно его точной формы. Как ни странно, даже среди собственных внутренних сотрудников HYBE большинство призналось, что не знает подробностей проекта. Продюсер, который работал с BTS, заявил, что уровень секретности этого проекта даже превосходит проекты Butter и Permission to Dance, которые ранее были известны как очень секретные. Интересно, что это объявление появилось всего через 2 дня после 28-го дня рождения Чингука. Многие ARMY считают это своего рода подарком для фанатов, но есть и те, кто считает, что время этого объявления не совпадение, а скорее сигнал о возвращении BTS в небольшой конфигурации перед многообещающим большим воссоединением после их военной службы. С другой стороны, реакция ARMY по всему миру была почти одинаковой, полной удивления, замешательства и переполняющих эмоций. Поклонник из Бразилии написал: «Я плачу и трясусь». Никто не был готов к этому. Это как взрыв эмоций, который невозможно объяснить. Чингук и Тэхён действительно потрясают мир. Похожие комментарии появились на разных платформах, от TikTok, Instagram до сообщества Reddit, посвященного BTS. Однако в некоторых кругах также чувствуется тон беспокойства. Многие фанаты были удивлены эмоциональным и загадочным тоном объявления. Является ли это знаком того, что эти двое создадут новое и постоянное подразделение? Создадут ли они свое собственное агентство? Или это просто знак прощания с форматом BTS, каким мы его знаем? Эти вопросы еще больше усилились после того, как Тэхин опубликовал пост примерно через час после первоначального объявления. В своем посте в Instagram Тэхин написал: «Мы слишком долго это держали в себе. Однако теперь пришло время. Мы расскажем вам все. Не все сразу, но постепенно. Начните готовиться.
Это предложение вызвало дополнительные предположения о том, что сюрприз, о котором идет речь, будет раскрыт не сразу, а в виде серии постепенных объявлений в течение следующих нескольких дней или недель. Наблюдая за предыдущими моделями поведения Чингука и Тэхёна в продвижении, эксперты по маркетингу K-pop предсказывают, что этот сюрприз не ограничится музыкальными релизами или концертами, но может включать в себя множество новых форматов, которые корейские артисты никогда раньше не делали. Есть веские основания полагать, что они участвуют в создании кроссплатформенного документального фильма, который освещает их личную жизнь, трудности во время перерыва BTS и их опыт восстановления отношений с фанатами после периода стресса и тоски. Еще более эмоционально, инсайдеры сообщили, что один сегмент проекта будет включать открытое письмо Тэхёна ARMY, написанное, когда он находился на пике психического стресса после своего последнего концерта BTS. Письмо, по словам того же источника, будет представлено в визуальном формате и будет выпущено вместе с первой частью проекта в ближайшем будущем. Если эта информация верна, это будет первый раз, когда Тэхён публично заговорит о давлении, которое он испытывает как публичная фигура во время перехода BTS. В просочившихся внутренних обсуждениях также есть указание на то, что проект будет перемежаться небольшими концертами-сюрпризами, которые не будут публично рекламироваться, а будут анонсироваться всего за несколько часов до шоу. Ранее Coldplay и Beyoncé уже использовали эту модель в качестве формы эксклюзивного продвижения, которая напрямую касается фанатской базы без использования традиционных СМИ. Если правда, что Чингук и Тэхён пойдут на такой же шаг, то это будет самый революционный шаг, когда-либо предпринятый корейскими айдолами на мировой сцене. Немало также интерпретирует этот проект как форму объявления о творческой независимости. Двух участников BTS от системы агентств, которая до сих пор считалась слишком ограничивающей для личного самовыражения участников. Чингук и Тэхён известны как две самые экспериментальные фигуры, как в своем музыкальном стиле, моде, так и в том, как они выстраивают взаимодействие с публикой. Поэтому, когда они решили отказаться от обычной схемы продвижения HYBE и выбрать путь прямого объявления публике, это было не только неожиданностью, но и заявлением о позиции. Однако, будет ли этот шаг положительно воспринят всеми сторонами? Некоторые аналитики считают, что если не управлять им осторожно, такой проект может породить дикие спекуляции и даже вызвать раскол среди самих фанатов BTS. В ARMY обсуждалось, почему в этом проекте участвуют только два участника. Означает ли это, что есть внутреннее напряжение? Получил ли проект благословение других участников, особенно Джина, который сейчас вернулся из армии, и Чимина, который, как сообщается, в последнее время находился в эмоциональном состоянии? В ответ на эти предположения представитель HYBE сделал краткое заявление: «Мы ценим инициативу наших артистов в творческом самовыражении. Мы объявим больше информации в ближайшем будущем». Хотя это заявление не дает прямого подтверждения, его достаточно, чтобы успокоить некоторую часть беспокойства публики. Несмотря на все домыслы и эмоции, которые с этим связаны, теперь ясно одно: Чингук и Тэхён находятся в центре внимания всего мира, не только как артисты, но и как символы перехода к поп от эпохи групп к эпохе творческой индивидуальности. Они не только анонсируют свой проект, но и посылают сообщения о новом направлении корейской музыки, новом направлении BTS и новом направлении отношений между артистами и фанатами. И поскольку сегодняшний день войдет в историю как поворотный момент в их карьере, мир ждет, что дальше? Станет ли это началом нового дуэта в мировой музыкальной индустрии? Является ли это частью более широкой глобальной стратегии? Или это просто эмоциональный жест двух артистов, которые хотят передать то, что они никогда не могли передать? Сегодня у нас может не быть всех ответов. Но ясно, что сегодня необычный день. Сегодня два имени, Чингук и Тэхён, снова ломают границы, стирая границы между неожиданностью и историей, между фанатами и семьей, между прошлым BTS и его переписанным будущим, начиная с настоящего момента. Сумма этой продолжающейся динамики не может быть описана в простом предложении. В нынешнем контексте, где границы между реальностью и ожиданиями фандома все больше размываются, заявление Чингука и Тэхёна — это больше, чем просто заявление о проектах. Они стали коллективными эмоциональными артефактами. Проявлениями давних желаний, сдерживаемых тревог и надежд миллионов фанатов по всему миру.